Смотрите, какая красавица. Тихо, тихо, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Ай ты какая. Ай ты любопытная. Ай ты маленькая. Какой хвост пушистый, ё-моё. Все, драла. Всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Раннее утро, начало 8-го, и добро пожаловать на Outdoor Tactical. Сегодня у нас на обзоре будет российский коммерческий суточный сухой паёк от компании Сухпайторг, и называется он РПС, меню номер 2. Этот паёк для обзора нам прислал наш хороший знакомый Рамиль Мумбараков. Рамиль, за что тебе огромное спасибо. Данный паёк далеко не нов. Дело в том, что он уже выпускается достаточно давно, и существуют десятки, а может быть даже и сотни разных обзоров в русскоязычном и англоязычном сегменте YouTube на данный паёк. Буду честен, скажу, что вот именно такой паёк с таким меню номер 2 я отправлял нашему другу в Америку. Его зовут Натан, он тоже делает обзоры. И если вам интересно мнение и реакция американца на данный суточный паёк, ссылочка на этот обзор будет внизу под видео. Обязательно пройдитесь и посмотрите. Ну а мы начинаем свой обзор. Итак, перед тем как мы заглянем внутрь, давайте пройдемся немного по упаковке. Нет, не в буквальном смысле, хотя, но об этом позже. Давайте посмотрим на саму упаковку. Что прежде всего мне в ней нравится. Первое – это информативность. Здесь указано практически все. И состав того, что находится внутри, и пищевой состав, и условия хранения, и сроки хранения, и даже адрес, кому и на кого жаловаться. Это действительно здорово. Что касается непосредственно характеристик, да, упаковки, то есть это картонная коробка и вот такой вот тоненький полиэтиленовый пакет. Честно говоря, водонепроницаемым данный рацион можно назвать с натяжкой, потому что пакет действительно хлипкий, он может разорваться, а картон, соответственно, он не фольгированный никаким образом, и поэтому о водостойкости какой-то или влагозащите, уж сильной, да, там влагозащите, не будем про IP68 говорить, речи, как правило, не идет. Но, в принципе, если вы аккуратненько перетаскиваете, у вас нет там дождя, там каких-то водных преград, то я думаю, что все будет в порядке. Опять же, не забываем, что это коммерческий рацион питания, небольшие партии выпускаются, ну, относительно небольшие, и для небольших компаний это все-таки дорого, выпускать очень качественную упаковку. Что еще можно сказать по поводу этого пайка? Его вес составляет 2100 граммов, что в принципе укладывается в стандарты суточных сухих пайков. Как правило, они бывают 1,7 килограмма и там 2,5, 2,7. Некоторые встречаются действительно тяжелыми. Но, друзья, большой плюс данного пайка — это его калорийность. Калорийность составляет 4574 калории. Это действительно много. И на моей памяти не так уж и много таких пайков суточных с такой калорийностью. Это, на мой взгляд, действительно огромный плюс. Хотелось бы еще сказать, что Рамиль, который прислал нам этот паек, является основателем и владельцем этой компании. Рамиль, ты сейчас меня прости, пожалуйста, за то, что я сделаю. Туда вот вниз под горочку, не знаю, метров 7-8. Упс. Опа. Господи. Теперь главное самому не свалиться. Идем смотреть. Так, паёк не выжил. Ёлки-палки.
Самому бы выжить. Ну, в общем-то, он развалился. По-моему, это было как-то чересчур жестко. Напиши в комментарии, как считаешь. Ну что ж, давайте уже, так сказать, дооткроем этот паёк и посмотрим, что же находится внутри и повредилось что-то или нет. Итак, первым делом нас встречает говядина тушеная, она же тушенка. Банка, как видите, помятая. И здесь, друзья, слухаем. Есть пробоина. Баночка не уцелела. Еще одна консерва, говядина с горохом и луком. Также мы видим, да, вмятины. Но здесь уже без пробоин. Кстати, консерва Йошкар-Олинский мясокомбинат. Еще одно основное блюдо. Плов с говядиной. Банка помялась, но тоже целая. Также в паке имеется сыр плавленый, консервный, стерилизованный, паштет печеночный со сливочным маслом, 4 пачки галет, напиток молочный сухой, 3 концентрата малинового напитка, разогреватель портативный, внутри 3 таблетки и сам таганок, 2 пакетика майского чая, упаковка спичек 6 штук и черкаш, повидло яблочное, 3 упаковки сахара по 15 грамм каждая, 1 пакетик вот такого кофе, шоколадно-ореховая паста, 3 влажных салфетки, пакетик соли 5 грамм, 1 пакет перца, 2 сухих салфетки, 1 вот такая вот консервная открывашка и запчасти от столовых приборов. Итак, завтрак, как всегда, не плотный у меня. И я выбрал печеночный паштет, шоколадную пасту, крекеры, ну и, собственно говоря, кофе. Воды я себе уже вскипятил. Знаете, что меня огорчает? Это отсутствие в данном пайке сливок для кофе. По-моему, он несколько пережженный. Но, честно говоря, вот эти вот пакетики кофе не отличаются каким-то особо уж очень большим и высоким качеством. Ну да ладно. Так, пакетик сахара 15 граммов. Я не знаю, как для тебя, дружище, но для меня 15 граммов сахара в чае или в кофе это очень много на самом деле. И я говорил уже в одном из обзоров, мы делали с Денисом, что для меня персонально было бы предпочтительней, если бы пакетики сахара были по 5 грамм, ну и там штук 5 их туда бы положили. Просто было бы гораздо на самом деле удобнее. Так, столовые приборы у нас ушли в полный аут. Ты это видел. Хорошо, что взял с собой набор бундесовский. Хоть будет чем размешать, да и вообще покушать, собственно говоря. Так, ладно, пока кофе, скажем так, настаивается, если это вообще применимо к растворимому кофе, я не забыл в этот раз. Обязательно воспользуемся салфеточкой. Салфетка пахнет лимоном, но она не такая уж и влажная, как я думал. Но руки, в принципе, вытереть пойдет. Паштет. Что мне нравится в этой упаковке прежде всего? Это то, что она не помялась. Шутка. Это вот эта вот крышка, друзья. Вы открываете паштет. Потрясающий печеночный запах у него. И если вдруг не доели, вы всегда можете закрыть и обратно взять с собой. Доесть в обед или там ужином, неважно. Поэтому я считаю, что вот такая вот вещь просто должна быть в наших армейских, стандартных российских сухих пайках. Это
Здорово. Я явно поторопился с выводами по поводу сливок для кофе. Здесь вот есть такой вот напиток, молочный сухой. Я уже его открыл. Пахнет простым сухим молоком, но подозреваю, что его можно вполне спокойно добавить в кофе, и будет тебе счастье. Ну да, собственно говоря, так оно и получается. Размешивается достаточно быстро, хорошо. Но скажу так, если у тебя нет хорошего кофе, но есть просто огромное желание с утречка попить кофе, то вот этот кофе, он пойдет в принципе. Самое что интересное, паёк улетел вниз, пробилась консерва одна, ты видел. Кстати, вот тебе еще одно преимущество небольшое мягких упаковок перед консервами. Галеты целые, зараза, как, не понимаю, почему? Это, конечно, полный сюрприз для меня оказался. Радует, что они не такие твердые, как латвийские или литовские галеты. Те там вообще. Но здесь тоже звук есть. Давайте попробуем паштет. Я знаю, многие не любят печеночный паштет, но я, в принципе, печень люблю. Поэтому для меня это вкусно. Вкус у этого паштета очень насыщенный. Консистенция невероятно мягкая. Птичкам. На вкус очень приятно. Вот это вот действительно вкусный паштет. С галетами вполне, друзья. Кстати, Рамиль, мы как-то переписывались с ним, и он писал о том, что все продукты, которые идут в его пайки, а у него не только такой РПС, у него есть другие виды пайков, он выбирает, подбирает сам. Он сам их тестирует на качество, на вкусовые качества. Поэтому я думаю, что он не обманет наши с вами ожидания. И рано, конечно, еще говорить, но вот по паштету я могу сказать, что да, действительно, паштет очень-очень-очень вкусный. Шоколадная паста или масло, как там. Сладкая, но не приторная. И это меня очень радует. Отчетливо чувствуется вот вкус орехов. И это действительно хорошо, но да, друзья, отлично. Лучше вот этих вот всяких нутелл, там, что там у нас есть еще, пасты такие же. Здесь более натуральный вкус, что ли. По галетам, ну, я уже сказал, галеты, в принципе, достаточно свежие, лучше некоторых иностранных аналогов. Не скажу, что я любитель галет, но на безгалете и наши галеты хороши. Итак, позавтракал, осталось у меня полбанки еще паштета, я его оставлю на ужин,
Что по поводу завтрака могу сказать? Завтрак мне понравился, действительно. Шоколадная паста вкусная, паштет просто плюс 5 изумительный. Кофе среднее, но другого нету. Галеты, ну галеты стандартные, друзья. Поэтому завтраку я поставлю 4 с плюсом, да даже нет, 5 твердую. Не люблю плотные завтраки, а этот меня вполне устроил. Натан, американский мой дружище. Вот эта вот штука называется открывашка для консервов. Между прочим, old school. Я видел, что ты не совсем понимал, как ей пользоваться. Сейчас тебе покажу. Я вот тут, кстати, мучаюсь с этой открывашкой. Вот, собственно говоря, Натан, вот так вот она и открывается. Но могу сразу сказать, замечательно. Рамиль, вот это вот херня. Нет, не в плане того, что данный вид открывашек плохой, а в плане вот именно качества вот данного изделия. Во-первых, она абсолютно тупая. И открывать банку большая морока. Во-вторых, качество дерьмо. Откровенное и безоговорочное. Что бы я тебе посоветовал, наверное, вместо вот этой вот ерунды, которая, во-первых, здоровая, абсолютно некачественная, тупая и относительно тяжелая, использовать вот такие вот штуки. Это из австралийского пайка, но я думаю, что у нас что-то подобное тоже продается и изготавливается. Легенькая, достаточно прочная, места много не занимает в пайке и очень удобно открывать консервные банки. Так что возьми на заметку и уж точно поменяй вот это. Итак, время обеда. Открыл я с горем пополам себе банку тушенки и плов с говядиной. На попить, так сказать, возьмем концентрат напитка тоничка малиновый. Майский чай, с вашего позволения, я его не буду пробовать. Во-первых, чая сейчас не так сильно хочется, а во-вторых, я считаю данный чай, ну, не очень качественным, на мой субъективный вкус, хотя многие иностранцы говорят о том, что это очень-очень хороший чай. Я с ними в этом не согласен, но вкусы у всех разные. Остались у меня галеты завтрака и паштет. Собственно говоря, давайте, наверное, приступим к разогреву. Есть у нас портативный разогреватель. Штука удобная. Но здесь всего 3 таблетки. И, честно говоря, мне кажется, что этого будет мало. Сейчас ветра практически, ну, можно сказать, что и нету. Где-то 3, наверное, метра в секунду в лучшем случае. Как он разогреется, посмотрим. Чтобы стол не испортить, тут вот я смотрю, некоторые уже пытались это сделать. Опять же вопрос, нахрена? Ну, голова-то, блядь, соображает, нет? Спички водоветроустойчивые. И это огромнейший плюс. Как спичкам, так, собственно говоря, и производителю, что он именно их положил в паек, не как, например, во французских или тех же американских специальные спички, которые во влажном климате нифига не горят. Ну, сколько прошло? Секунд 5 прошло, спичка еще до сих пор горит. А значит, что как минимум она должна была поджечь сухое горючее.
И да, таки это произошло. Ставим баночку, ну и ждем, пока это разогреется. Кстати, по поводу портативного этого разогревателя, который известен всем как Таганок. Честно говоря, его конструкция, наша российская конструкция, меня не сильно устраивает. Мне больше все-таки нравятся таганки в польском рационе питания и во французском. Они более качественнее сделаны, у них чуть потолще сама сталь и поудобней. Банка там точно не упадет. Здесь под большим вопросом. Пошла в ход уже вторая таблетка. И вот я хочу просто озвучить свое субъективное мнение. Еще одним минусом консервных банок, на мой субъективный взгляд, является тот факт, что когда вы это делаете на таганке, то есть или на открытом огне, неважно, все подгорает у вас. И перемешать в консервной банке вот это вот все, как видите, у вас будет получаться крайне проблематично. Вот у меня нифига не получается сейчас. У меня половина, вот часть какая-то вываливается из банки и достаточно большая, а терять этого не хочется никаким образом. Поэтому все-таки мягкая упаковка и те же самые беспламенные, друзья, разогреватели пищи, опять же, на мой субъективный взгляд, здесь значительно выигрывают. Итак, основное блюдо — плов с говядиной. Достаточно много плова, много риса, видна морковка, но вот такие вот, друзья, небольшие кусочки говядины. Такое ощущение, что туда просто положили кусочки тушенки. Что касается самой тушенки, уж не стал доставать. Ребята, здесь посмотрите. Вот такие 2 цельных куска мяса. Прям волокна. И вот на первый взгляд даже не видно каких-то там жил, сухожилий или субпродуктов, как некоторые кладут. Выглядит нереально аппетитно. Так, скажу сразу, что данное блюдо с рисом, которое плов, выглядит намного симпатичнее, чем рисовая каша в наших стандартных российских армейских ИРП. Да, друзья, и на вкус это явно прям левел прыгнул в небо. Намного лучше рисовой каши, чем в армейских. Она чувствуется, морковка. Мясо тоже чувствуется. Кстати, и вкус, и консистенция мяса чувствуется. Что редкость на самом-то деле. Не сухая. Абсолютно не сухая. Рис проварен изумительно. Не надо ни соли, ни перца. Все здесь окей. Единственное, но как без придирок, да, должна же быть какая-то вот такая мулька. Я бы не сказал, что это плов, ну, в том понимании плова, к которому мы с вами привыкли, да, то есть хороший какой-нибудь там узбекский плов, там, допустим. Мне, кстати, больше узбекский нравится, а тебе какой? Напиши в комментарии. Друзья, здесь 5. Действительно хорошая, качественная, ну, скажем так, рисовая каша с мясом. Но я знаю, как улучшить вкус. Я сейчас думаю, что многие меня поддержат в этом. Если мы сюда добавим бульончик из-под тушника, о да, эта комбинация всегда выигрышна с любым блюдом, елки-палки, согласись же, да?
ребят, вот это просто приятно есть, действительно. Не скажу, что домашняя, нет. В поход, теперь, если у нас будут продаваться такие консервы, а я таких у нас на Сахалине в продаже не видел, блин, однозначно она. Это вкусно, это просто вкусно. Последнее время, ты заметил, да, мне с пайками катастрофически не везет. Ну, то есть не в наличии их, а именно во вкусовых качествах содержимого. Мясо, точнее тушенка. Господи. Угу. Это, слушайте, вкус сильно отличается от армейской. Дело в том, что здесь не так явно чувствуется лавровый лист и перец. Да, конечно, есть какой-то тонкий такой вкус и даже аромат, но не так явственно, как во многих консервах. Мясо разваренное, мясо, а не какая-нибудь там ерунда. Жира, да, жира много, но в плане, вот он растопился, да, но так и должно же быть, он же как бы идет консервантом. Очень вкусно. Я бы, знаете, с чем сравнил, с какой тушенкой? С белорусской. Друзья белорусы, поддержите лайком и напишите в комментарии, какая самая вкусная белорусская тушенка. Мне довелось попробовать два вида. И все два вида были просто, ну, великолепные по сравнению с нашей российской. Вот эта тушенка ничем не уступает белорусской. Здесь 10 из 5. Малиновый концентрат. Действительно малиновый, но как многие наши концентраты, которые и в армейском пайке идут, и в гражданских, да, и в коммерческих, это сахар с вкусовыми добавками. И я хочу сказать, это здорово, действительно, почти натуральный напиток. Ребят, по поводу обеда. Это я все доем, но уже не в кадре. Что могу сказать? 5 из 10 бы сказал, но скажу, что 10 из 5. Все очень вкусно. Тушенка, плов изумительный, действительно. Напиток тоже шикарный. Галеты сейчас не буду пробовать, чуть позже. Рамиль, обед уже практически прошел. Могу сказать, что ты действительно держишь свои обещания. И эти блюда, ну, просто хороши. Они для пайка выше всяческих похвал. Молодец. Итак, основное блюдо на ужин. Говядина с горохом и луком. Опять же, большая, ребят, порция. Как всегда, много гороха, морковка, лук. Да, лук есть, но он мало заметен из-за цвета, собственно говоря, основного блюда. Есть мясо. Мясо, опять же, такое вот большой вот кусок. Один попался, но здесь его достаточно много, он так, как полуфарш, что ли, идет. Ну, грубо говоря, размельченная тушенка. Выглядит, ну, приемлемо, но посмотрим, как на вкус. Ну что же, это, собственно, все, что у нас осталось на ужин. И хочу сказать, что на ужин-то у нас осталось достаточно много. Но каждый волен выбирать сам себе, что у него будет входить в обед, в завтрак, в ужин. Так или иначе, но здесь прям дофига. И действительно калорийно. Вот не обманула вот эта информация на упаковке. А вот здесь вот салфеточка, кстати, очень влажная. Парадокс. Запах какой. Так, ладно.
решил все-таки ради справедливости заварить себе чаек майский. Ну, сахара действительно до хрена. Ну, неудобная такая упаковка, абсолютно неудобная. То есть, как, ну, придется выкинуть, да. А это таких походных, не дай боже, в каких-то боевых условиях, это вообще не гуд. Хотя в боевых ты сожрешь там этот сахар и без воды просто так. Так, пока запаривается, давайте попробуем музыкальную нашу трапезу. Первые впечатления после первой вилочки. Разогрелась хорошо снизу, но не так хорошо сверху. Надо перемешивать. Это, блин, неудобно делать, катастрофически просто. Выход есть один только. Подогревать с одной стороны, переворачивать, подогревать с другой стороны. Как ты будешь потом открывать эту горячую банку, хрен его знает. Ну, перчатки, нож, наверное. По блюду. Хорошо проваренный горох. Это тоже редкость. Он не твердый. Чувствуется мясо, но вкус гороха все перебивает. Чувствуется морковка и вкус лука. Вот вкус лука, я бы не сказал, что он доминирует, но они идут рядом со вкусом именно гороха. Блюдо в принципе нормальное. Из гороха я только ем гороховый суп, и то редко. Но мясо чувствуется очень сильно. И это действительно мясо, друзья. Парадокс. Тут нет жил, тут нет каких-то мясных субпродуктов. Не встречаются кости, как в новом-то, блин, немецком пайке, которые изнахратили полностью. Все реально вкусно. Специй никаких не надо. Сюда не надо ни соли, ни перца. Единственное, что бы я сюда добавил, ну это уже уж простите, не к русскому пайку, какой-нибудь острый соус. Вот здесь он был бы прям, например, ну я всегда говорю табаско, да. Но даже чили. А кстати, у нас же продаются маленькие пакетики чили в России. Вот добавить в этот паек, вкус кардинально бы изменился просто в лучшую бы сторону. Но и так можно смело сказать, что этому блюду можно поставить 5. Вообще, наверное, ты сейчас смотришь это видео и думаешь: Вась, походу проплаченный, да, обзорчик-то? Потому что завтрак отличный, блин. Обед у тебя отличный, блин. Ужин у тебя тоже шикарный. Скажу сразу, друзья, нифига. Если паек будет дерьмом, мы так и скажем. И я, и Денис, мы не гонимся сильно за славой. Если паек будет хорошим, то мы скажем, что он хороший. Так вот, этот паек хороший. Он не лишен минусов, о них чуть попозже. Но качество блюд действительно на очень высоком уровне. И это радует. Наверное, да блин, я не припомню вот именно русских пайков, где бы я вот так вот прям восторженно все описывал и говорил, что блин, мне это нравится, мне это нравится, мне это нравится. Но данный паек, да, из этой серии. Здесь я... Рамиль мне нифига не платил, кстати. И больше скажу, я от него денег не возьму. Сыр плавленый. Тонкий такой сливочный вкус. Не сильный. А в армейских РП он гораздо сильнее. И здесь действительно такой вот прям
Почему-то мне кажется, что немножко отдает шампиньонами, но я думаю, что это вот из-за того, что он как раз таки сливочный. Вкусный, да. Легкая горчинка, это послевкусие. Вот сейчас вот только-только попалось. По этим сырам, они неплохие, но опять же субъективное мнение. Но сейчас запинайте меня в комментариях, наверное. Мне нравятся американские спреды, вот эти сыры чеддер. Особенно с перцем халапеньо. Я реально тащусь от него. Здесь, да, хороший сыр. Пятерка, да, пятерка. Он свежий еще вдобавок, зараза. На вот хлеб намазать, ну хлеба нет, ну на те же самые галеты было бы здорово. Ну чай, опять же, ну да, обычный стандартный чай. Я не понимаю, Натан, вот сейчас вот ты вот, дружище мой американский, объясни, почему вот тебе нравится вот этот вот чай? У вас что, в Америке хороших чаев не продают, что ли? В чем проблема? А, кстати, все вот американцы, кто вот подписан на наш канал, да и с разных других стран. Ребят, напишите в комментарии, у вас есть хорошие чаи? Потому что вот я вот считаю, что это чай, ну, не самого лучшего качества. Но в походе, в принципе, приемлемый. Что касается яблочного повидла, опять же, если смотреть англоязычный сегмент YouTube на обзоры на российские пайки, все иностранцы в унисон прям говорят о том, что русское вот это вот яблочное повидло просто какое-то совершенство. Опять же возвращаемся к вопросу, что, серьезно, нет нормального у вас повидла или джема? И вот как им объяснить разницу между повидлом и джемом? Мне это пока что не удалось. Плюс 5 однозначно, без всяких там вариантов. Повидло действительно вкусное, натуральное, сладкое, неприторное, с чаем. Это просто такой брейковый шедевр. Друзья, ну, у нас осталось 2 напитка, куча галет, чай еще один, ну, в принципе, кто-то бы его даже выпил. 15 граммов сахара. На завтрак и на обед я тоже пользовался, нет, на завтрак, да, пользовался, и сейчас вот пользовался еще одним пакетиком сахара. Больше половины выкинул, опять же, неправильно это. Перец, соль абсолютно не пригодились, и это говорит действительно о хорошем качестве основных блюд. Итак, остался у нас молочный напиток. Это, ребят, простое сухое молоко, с вашего позволения пробовать я его не буду. Давайте лучше поговорим о плюсах и минусах данного сухого пайка. И, пожалуй, мы начнем с минусов, потому что они ярче всего запоминаются. И первым минусом, на мой взгляд, является упаковка. Именно картонная упаковка. Потому что если она будет подвергаться каким-то механическим воздействиям, сильным механическим воздействиям, то есть небольшой шанс того, что содержимое внутри просто-напросто разрушится, там, я не знаю, вот как эта банка, да, там пробьется и, соответственно, испортится. Вторым минусом, на мой взгляд, является не критичным, ты сейчас напишешь в комментарии и будешь абсолютно прав, но все-таки качество столовых приборов. Хотелось бы, чтобы они были, ну, более качественные, да, там, не буду говорить, ну, или, к примеру, да, вот как американские или британские ложки в их рационах питания. Пластик там, ну, жестче, он гибче, что ли. Третьим минусом является вот эта штука. Рамиль, искренне не понимаю, зачем и почему. Потому что сталь здесь, ну, херня полная, тупая, тяжелая, объемная. Надо ее менять. Просто менять или просто убирать к чертовой матери. Она, вот мне кажется, абсолютно не нужна. Это вот, на мой взгляд, субъективно, ребят, вот это вот минус. Еще к минусам незначительным я бы отнес разнообразие напитков. Есть кофе и есть чай. Это огромный плюс на самом деле. Но вот именно быстрорастворимые напитки,
все три напитка были одного вкуса. Было бы совсем неплохо, я думаю, что многие согласятся и, возможно, напишут в комментариях о том, что было бы лучше, если бы все три напитка были с разным вкусом. Тот же самый адаптон туда положить. Какие-то есть еще восстанавливающие у нас напитки. У нас на самом деле в России их куча. И еще одно маленькое, но последнее замечание по поводу разнообразия основных блюд. В данном рационе все с говядиной. Плов с говядиной, тушенка говяжья, говядина с горохом и луком. Опять же, все это субъективно, но на мой взгляд было бы лучше, если бы одно блюдо было с говядиной, второе либо со свининой, либо с бараниной, и третье блюдо было бы с мясом птицы. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Я уверен, что многие со мной согласятся. Теперь кратенько о плюсах. Прежде всего, первым плюсом является соотношение калорийности к весу данного пайка. 4500 килокалорий на 2 килограмма веса пайка. Это очень хорошо, и такие показатели встречаются, давайте признаемся честно, не часто. Вторым плюсом, наверное, самым главным, напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Как для меня это является качество продуктов. Здесь они просто на какой-то нереальной высоте для пайков. И вспоминая слова Рамиля о том, что он подбирает сам лично продукты для своих пайков и только после этого начинает выпуск, попробовав данный паек, не приходится абсолютно сомневаться. Рамиль, здесь можно тебе просто вот так вот поаплодировать. На самом деле, продолжая эту тенденцию не только в этом виде пайка, но и во всей своей линейке выпускаемой. Я думаю, что покупатели твои абсолютно не будут в этом разочарованы и только поддержат тебя. Третьим плюсом является сам состав пайка. Здесь, точнее в нем, нет практически ничего лишнего. Только чисто субъективно я бы заменил этот молочный напиток на пакетик с орехами. Мне кажется, было бы это намного правильнее сделать. Но опять же, это цена вопроса пайка. Уже подводя полностью итог, что я могу сказать. Паек в целом мне очень сильно понравился. И если бы у меня стоял выбор, какой паек брать, стандартный армейский РП или РПС от Сухпайторга, друзья, выбор абсолютно очевиден. РПС. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до встречи на поляне. Пока.